Всем привет, на связи Snake Furyx. Сегодня мы с вами поговорим о новостях и анонсах по Mavlavу, ведь недавно прошел фестиваль в честь 22-летия компании Age. Начнем с Project Mikhail. Выйдет он в раннем доступе в Steam во всем мире 2 ноября. Японский и английский языки. В игре будет полноценная сюжетная ветка, сетевые режимы, которые будут выходить по мере обновления игры, и одно из самых интересных нововведений — это PvP-баталия. Можно будет биться стенка на стенку и устраивать соревнования. Какая же эскадрилья будет сплоченнее и эффективнее, это можно уже будет узнать, как только наступит 2 ноября. Ну или как все игроки разберутся в механиках и начнут создавать свои команды. Сразу скажу, не стоит ждать слишком многого от команды, которая занималась раньше только визуальными новеллами. Поэтому первая их игра — это их тяжелое испытание, где основными препятствиями выступают ограниченные ресурсы, недостаток времени, а также неопытность команды, ну и непростое положение компании Age. Ниже приведены системные требования, и они очень кусаются. Ну что ж, посмотрим, может с оптимизацией будет все не так уж и плохо. Игра будет стоить около 2000 йен в Японии и $20 на Западе. И по оригинальной цене у нас в районе от 600 до 1000 рублей. Пожелаем разработчикам удачи и едем дальше. Project Immortal. Ранее неизвестная игра получила название и геймплейный трейлер. Теперь она называется Immortals Mavlav Alternative. Выйдет в конце этого года на мобильных устройствах, пока только на японском. Более подробной информации по игре пока неизвестно, как и новостей касательно релиза в других странах. В общем, ждем новостей. Официальный аккаунт в Твиттере по Mavlavу запостил новость о том, что перевод Mavlav Alternative Total Eclipse уже тестируется и находится в последней стадии работы. Так что уже без переносов, английский релиз полного затмения в Steam можно уже ожидать в декабре этого года. Оригинальная трилогия в лице Mavlav и Mavlav Alternative выйдут до конца этого года на Android и iOS. Скорее всего, локализация будет идентичной стимовской – английский, японский и китайский. Так как они переносятся на мобильные устройства, это значит, что новеллы переносятся на новый RuGP 2.0, который уже использовался в февральских ремастерах Mavlav Unlimited The Day After, или же просто TDA. Это хорошая новость, ибо первый движок RuGP и основанный на нем Aegis 7.0, они были известны своим ужасным кодом. Но и Mavlav Resonative. Это прямое продолжение 0.3 эпизода TDA, поэтому Resonative можно еще называть TDA 0.4. На стриме были показаны кадры из новой новеллы. Игра находится в активной разработке. Дата выхода неизвестна, скорее всего где-то в 2022. Mavlav Integrate. Прямое продолжение Mavlav Alternative 2006 года. Показали только 2 скрина, это лого и луна. Игра разрабатывается и подробностей о ней пока нет. Судя по дорожной карте, это уж точно не в 2022, а уж как минимум в 2023. Это будет новелла на уровне оригинальной альтернативы или же нет. Я бы даже сказал куда масштабнее. Ведь автор Коки Йошимуне собирается снова у нас удивить, как и историей, так и форматом повествования. Ждем этот проект и пожелаем удачи разработчикам. Ну а вот и та самая дорожная карта, которую я перевел с японского, и тут имеется машинный перевод на английский, и делалась она очень быстро, на скорую руку, поэтому выглядит неаккуратно. Но вся информация уже была подтверждена. В принципе, на сегодня все. Что касается остальных тем, например, Mavlav Alternative 2021, я про адаптацию. Хочется еще поговорить о первом эпизоде, о том, что предшествовало Киотской арке, Садагашимской арка, и как это все объединяется и соединяется с первыми 2 эпизодами Total Eclipse 2012 года. Ну, можно, в принципе, немножко поговорить о лоре. Но я еще многое могу сказать о самой адаптации. Там не все так однозначно, и даже сам автор Коки Йошимуне, дал очень, я бы даже сказал, весьма интересный комментарий, который я обязательно тоже освещу. Скорее всего, будет на канале перевод фрагмента, где автор говорит о адаптации 2021 года. Это очень интересно будет вам послушать, поэтому ждите. Ну а с вами на связи был Snake Furyx. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересно. Желаю всем удачи, всего хорошего и пока-пока. Увидимся в следующих видео.
A 中対丸5丸6